Коллеги, всех приветствую. Сегодня мы разбираем, когда мы можем увидеть рост альткоинов. Альткоины уже просели на 85%, какие-то там на 90 с чем-то процентов просели. То есть практически дно на альткоинах нащупано. И когда мы можем увидеть отскок? Это мы можем определить, попытаться определить по графику эфириума к биткоину. Мы знаем, что из биткоина переливается ликвидность в эфириум, потом там во все альткоины, ну и происходит рост. Сейчас мы будем разбирать этот график эфириума к биткоину, и также мы разберем последние наши посты, где, например, продавать альткоины, если они начнут расти уже. Это нам скажет доминация биткоина. Далее мы посмотрим на то, где у нас дно по биткоину может быть, одинаковые паттерны на биткоине. То есть вот эти последние посты в ТГ, они очень ценны для того, чтобы вы понимали всю структуру рынка, что сейчас происходит. Как я уже говорю, вы должны подумать о том, какие у вас альткоины в портфеле. Желательно ребалансировать ваш портфель, определить, какие альткоины слабые, добавить сильных альткоинов. Бонусом я вам даю один из сильнейших альткоинов. Ну, наверное, он на всем криптовалютном рынке один из сильных, потому что он заточен под новые технологии, под токенизацию активов, и его будет толкать правительство США и компания BlackRock, то есть они негласно его курируют. Его и те альткоины, которые еще с ним в связке, которые входят с этим проектом в партнерство. Поэтому забирайте этот альткоин, он находится в описании под видео, там чат-бот наш, который вам этот бонус выдаст. И помимо того, что вы узнаете, что это за альткоин, во-вторых, вы еще будете знать там же, где его купить, где его продать. Ну, прям по теханализу определили цели его. Цели, кстати, у него в 2500, в 3000% на рост. Туда его будут толкать. Поэтому пользуйтесь, имейте его в портфеле. Если все соскамят, то его не соскамят. Давайте смотреть, что у нас происходит на графике эфириума к биткоину. Хочется на прошлое взглянуть. И сейчас мы будем проводить параллели с прошлым. Что было в прошлом и что у нас происходит сейчас. У нас здесь есть зона поддержки, вот эта красная, график к ней приходил прям к дну. Ну, вы видите, это прошлое дно на графике эфириума с биткоином. Так вот, когда график эфириума к биткоину растет, это значит, что из биткоина перелив происходит в эфириум. И мы видим, что перелив этот уже был. Вот этот рост. Это переливали ликвидность из биткоина в эфириум тогда. Где мы находимся, если смотреть на прошлое? Ну, вот это дно. Дно. Пришли к дну. Тут буквально конкретная параллель идет. Мы видим в прошлом, что график, вырастая, потом корректировался. Вот этот рост, коррекция тоже. Мы видим, что график потом отрос и тут скорректировался, причем это сильная была коррекция, это тоже очень сильное тогда падение было. И мы видим сейчас такую же картину, вот она, да, и вот эта коррекция. Соответственно, что мы дальше ожидаем? Ну, логически понятно, что мы ожидаем дальнейший отскок. Тут уже коррекция хорошая произошла, и когда-то уже должен быть этот отскок повыше. И где-то вот на этом уровне все закончится в плане роста графика эфириума к биткоину. Так вот, в прошлом, когда мы видели вот эту картину, то альткоины особо не росли. Тогда только происходил перелив из эфириума, из биткоина в эфириум. И то же самое тут мы видели, что когда вот этот рост был, особо никакого не было роста у альткоинов, наоборот, 25 год, и началась коррекция у них. Не коррекция даже, они ушли в свою медвежку. Так получается, если они уже просели на 85, на 90%. Вот. То есть и в том случае не было роста альткоинов, ну и в этом случае не было роста альткоинов. А когда он был, булран вот тут был в прошлом. Когда дальнейший рост продолжился, ну вот тогда мы увидели булран альткоинов. Вот тут мы его не видели, тут просто шел перелив ликвидности из биткоина в эфириум, ну а потом все полетело вверх. И тут та же самая картина. Перелив ликвидности, мы не увидели никакого роста альткоинов, наоборот, их снижение сильное. При вот таком сценарии, как в прошлом, мы можем увидеть выстрел альткоинов вверх. Конец выстрела альткоинов это где-то вот здесь у нас будет. Мы будем еще эти цели определять, поэтому присутствуйте на каналах для того, чтобы получить
эту информацию, получать эту информацию. И сразу попрошу поставить лайк этому видео, потому что оно сверхполезно для вас, я уверен, для того, чтобы алгоритмы YouTube распространяли видео на большее количество пользователей. Так вот, мы поняли, какая аналогия происходит. Сейчас уже график эфириума к биткоину достаточно скорректировался. Если мы посмотрим на дневной таймфрейм, то мы видим, здесь у нас такая шла трендовая, график ее пробивал, сейчас ее тестирует снизу. Мы можем увидеть отскок, скорый отскок уже от этой трендовой вверх. Посмотрим, да, как будет график себя вести. Может, это будет чуть-чуть пониже, может, от текущих. Но вот этот отскок, это будет восстановление, не булран, а восстановление альткоинов. Вот. А булран у нас в прошлом был на вот этом росте, на вот этом самом главном большом росте. То есть вот это восстановление альткоинов, здесь еще, наверное, коррекция будет какая-то и потом. Может ли быть это в этом году? Спрашивали у меня в комментариях. Может быть, никогда такого не было, чтобы в то время, когда альткоины должны показать булран свой, альт-сезон большой, что они уходили наоборот на 85% вниз, на 90% вниз. То есть это полноценная медвежка. Уйти на 85, на 90% вниз – это полноценная медвежка у альты. И сейчас как раз неплохое очень, даже очень хорошее время для тех, кто не сформировал портфель. Если вы сидели в стейблкоинах или вы хотите зайти в криптовалютный рынок, то есть, когда именно вот так, вот такие просадки, ну, тогда и надо набирать, это понятно. Только набирать все подряд нельзя, надо знать, что набирать. Поэтому я говорю, забирайте бонус, у вас будет альткоин, как минимум один, да, пока что. Ну, который не соскамится никак и у которого большие цели на рост. Ну и там же, как я уже сказал, цели определили мы, где его можно взять, где докупать. Ну, по чуть-чуть его докупайте. Если кто решит докупать, по чуть-чуть и не сразу все туда вбухиваете, потому что мало ли, может еще какая-то просадочка будет, чтобы по лучшей цене еще добрать. Вот, на графике эфириума к биткоину происходит аналогичная сейчас ситуация, как в прошлом. Это недельный таймфрейм сейчас, естественно, это проходит все не быстро, не за одну неделю. Кто не может терпеть, можете тут и не присутствовать на рынке. Зачем тогда вы приходили? Мы рассчитываем увидеть аналогичную ситуацию по этому поводу. Может ли быть булран у альткоинов в 2026 году? По идее нет. Если бы мы увидели сейчас булран альткоинов, когда мы его должны были увидеть в конце 2025 года или до конца 2025 года, тогда бы сейчас не было бы никакого булрана, естественно, глобальная медвежка шла бы года до 27-го, до 27 с половиной. Но мы уже увидели, как я сказал, на альткоинах 85-90% просадки вместо булрана. Поэтому, да, может быть в этом году булран. Вот сейчас нащупают альткоины дно, куда им потом идти? Ну, естественно, вверх. Все ли пойдут альткоины вверх или не все, это уже неизвестно. Соскамятся ли какие-то альткоины, либо не соскамятся, это тоже неизвестно, но мы должны предполагать. Наш лично портфель мы собрали таким образом, что там самые сильные альткоины. Они не соскамятся. И нам надо сейчас только пересидеть вот это неожиданное падение, которое было у альткоинов, которое никак не вписывалось в механику рынка. Да, то есть раньше такого по механике рынка в эти же временные промежутки всегда бывал булран. Но сейчас мы увидели иное. Значит, он будет попозже. Сейчас, значит, вытряхивают монеты из слабых рук. Давайте смотреть дальше, что у нас. Где продавать альткоины вообще? В общем, я вам покажу, где я их буду продавать. Обратите внимание на доминацию биткоина. Это уже у нас в нашем ТГ последние посты. Я вас приглашаю присутствовать обязательно в ТГ в том числе, потому что здесь вот такая вот очень важная информация всегда выходит, и вы сможете ориентироваться в рынке. Итак, по доминации мы видим, если увеличить скрин, что вот эта цель, где альты нужно продавать. Не можно, а нужно. Она может быть повыше, она может быть пониже, вплоть до вот этой красной зоны поддержки. Мы видим, что на доминации биткоина сейчас уже переломный момент идет, сломан паттерн восходящий, и график закрепился под нижней линией этого паттерна. Это уже переломный момент на нисходящее движение. Но когда оно будет сейчас, либо там попозже чуть, это мы посмотрим, но оно должно быть резким, и это наш альт-сезон, об этом уже говорилось. И вот здесь, в этих моментах,
уже нужно будет, мы будем обязаны распродавать альту, потому что тут будут ее максимумы. Ну, примерные цели там 44%, 39% по доминации. Присутствуйте, и я буду вам давать апдейты по этому поводу в том числе. Повыше немножко. Смотрите, что на биткоине. Биткоин почти нащупал свое дно практически. Вот в прошлом моменте у биткоина был такой нисходящий клин, об этом я уже говорил. Ну, для тех, кто не слышал, потому что сейчас 1000 людей придут, которые не слышали. И сейчас мы увидели вот этот нисходящий клин, формирующийся. И прям по моментам мы видим, где мы находимся в данный момент в сравнении с прошлым. Вот это, вот этот момент, вот он, клин только начинался. Вот этот момент, вот он. Вот этот момент, вот он, под вопросом, будет он или не будет. Но сейчас мы ждем отскок к верхней линии клина, примерно, плюс-минус туда. И если дальше будет нисходящее движение, то вот здесь, где вопросик, вот тут будет уже дно. А это 56 тысяч долларов за биткоин плюс-минус. То есть вот это, если сюда уже снизится, то это уже дно. Если мы смотрим по прошлому тоже сценарию, и это уже окончание формирования вот этого клина, и отсюда уже пойдет восходящее движение. Ну, и, естественно, оно не сразу будет, оно с проторговками будет, ну, оно уже пойдет. И перехай на биткоине уже будет попозже. Соответственно, сейчас мы смотрим на эту ситуацию, как она разворачиваться будет. То есть график может отскочить вверх к клину, он не обязательно придет к 50 тысячам долларов, он может отскочить вверх и потом пробить этот клин. Будем смотреть, пробьет, не пробьет. Это касаемо биткоина. То есть посмотрите последние посты в ТГ, они очень важны. Плюс тут у нас прям вот по механике биткоина, а биткоин идет так, как надо по своей механике, по своей цикличности. И так, как надо, сейчас смотрите, у биткоина через такой же промежуток времени, как и раньше, вот от халвинга, вот эти у нас линии, это халвинги. Во-первых, нашли хаи на биткоине, во-вторых, график начал спускаться, и практически по RSI нам уже показало на неделе, что график на своем дне, почти на своем дне. Максимально куда-то еще может спуститься, но это 56 тысяч долларов. На данный момент это вот такое видение. RSI показала, как и в прошлом, что биткоин на дне. Видите, прошлые хаи у биткоина и дно. Прошлые хаи, дно, прошлые хаи, дно. И RSI показывал всегда дно, дно, дно. И сейчас, вот эти были прошлые хаи 126 тысяч долларов, и показал дно. Пожалуйста. Поэтому мы думаем, что скоро все-таки может уже, нужен уже, да, отскок какой-то у всего рынка и у альткоинов, и восстановление альткоинов к прежним своим значениям. Следите за всеми постами, то есть самые важные посты, самая выжимка с рынка, это здесь. Ну и также буду продолжать подавать сигналы на трейды, на которых мы будем брать прибыль. На сегодня все. Я думаю, информация ценная. Смотрим, как дальше будет развиваться рынок. Всем пока.